Некоторые приманки с первого взгляда выдают свою принадлежность определенному классу. В 105-й каблисте все говорит о представителе High Society, образно говоря, мелководник высших слоев водоема. Стремительные обводы корпуса, высокая детализация, элегантная лопасть. Воблер, который выглядит убедительно даже при самом ближайшем рассмотрении самым подозрительным хищником. Внешний вид этой каблисты, как и обозначение, позволяют предполагать, что это мелководная модификация знаменитой модели каблисты 105 со среднеглубоким заглублением SMR. Но на самом деле это не так. Они отнесены к серии каблиста благодаря внешнему сходству и совпадению по ряду важных особенностей, предельной дальнобойности и потрясающей результативности. Но на этом сходство заканчивается. Обратите внимание, вес мелководной каблиста 105 SP-SR составляет 14,1 грамма, в то время как вес среднеглубоководной каблиста 105 SP-SMR на целый грамм меньше. А это означает, что объем модификации SR Shallow Runner больше на 1 кубический сантиметр, что очень существенно, хотя внешне практически незаметно. Но именно по этой причине игра воблера SR сильно отличается от SMR. На равномерной проводке у обеих версий, плавающей и нейтральной, проявляются акцентированные и довольно амплитудные колебания роллинг and воблинг. Складываясь, они образуют движение, которое в международной литературе принято называть свимминг. То есть приманка плывет в толще воды, виляя телом в двух плоскостях. Добиться такого технически непросто. И подобное свойство приманки ценится очень высоко. Потому что свимминг всегда привлекателен и способен соблазнить практически любого хищника. Внутренняя система балансировки состоит из 3 металлических шаров. В передней части перед нижней крепежной петлей стационарно закреплен вольфрамовый шарик. Сразу за крепежной петлей находится отсек, в котором размещены еще 2 – вольфрамовый и бронзовый. При забросе они смещаются в хвостовую часть приманки, а с началом проводки возвращаются в рабочее положение. Воблер начинает работать на самой медленной скорости проводки. При определенной сноровке, держа удилище вверх, можно проводить его под самой поверхностью, на глубине в 10 см. На той же минимальной глубине плавными потяжками и короткими рывками можно задать привлекательный танец, к которому непременно присоединится затаившийся неподалеку хищник. В целом каблиста 105 FSR предпочитает неспешный плавный твичинг. Если опускать удилище ниже, то приманка будет постепенно уходить на заданную глубину, около полуметра. Внутренняя система баланса аналогична плавающей версии. Разница состоит в том, что бронзовый шар увеличен в размере, а еще один из того же металла и меньшего размера помещен в задний отсек, у самого хвоста. Эта версия, как и плавающая, начинает игру на самой медленной скорости проводки. Свимминг менее амплитудный, более высокочастотный и акцентированный. Эта версия эффективна на равномерной проводке и на проводке Stop and Go. Глубину подачи приманки можно регулировать скоростью подмотки и углом атаки удилища, вверх, вниз или в сторону. Основное предназначение – это все-таки рывковая анимация. Рывки лучше делать плавные и разной силой и длительностью. При этом воблер ходит по сторонам с обязательными мельканиями боками, периодически переворачиваясь брюхом вверх. На паузе дрожит продолжительное время и при любых видах проводки не уходит с рабочей глубины, что делает его очень интересным для мелководий. По аналогии с известным выражением, хорошему танцору может помешать лишь неопытный партнер. Но каблиста 105 SR в состоянии помочь составить убойный дуэт даже робкому начинающему спиннингисту. И ваше совместное выступление будет оценено матерым трофеем.